Всем привет! Меня зовут Никита, ну а вы находитесь на канале по постройке кастом мотоцикла из Днепра. В этой серии мы займемся созданием лапки переключения скоростей для этого монстра. В прошлой серии, кстати говоря, я делал тормозную педаль заднего колеса, и результат, мне кажется, очень классный. Даже несмотря на то, что мне пришлось уничтожить глушитель. И теперь это мне не дает покоя, и скорее всего в ближайших сериях мне придется это каким-то образом исправлять. Кстати говоря, лапка переключения скоростей имеет примерно такую же проблему, она также затирает, но нет, больше я резать глушитель не буду, и я сделаю новую лапку, и будет сегодня очень много токарки, поэтому устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. Это как раз таки та самая лапка переключения скоростей. Она вполне себе работоспособна и выполняет свою функцию, но мне она не нравится. Это опора для ноги, она выполнена из нержавеющей стали, имеет серебряный цвет. А опора для переключения выполнена из алюминиевого сплава и имеет черный цвет, что, прямо скажу, не сочетается. Также эта лапка имеет проблему, мою любимую проблему, затирания заглушителя. То есть она вполне себе работает, но в конце переключения она прям ударяет по глушителю. Это даже, наверное, слышно. Резать глушитель в этот раз я уже не собираюсь. И в данном случае, мне кажется, проще переделать саму лапку. И это должно занять гораздо меньше времени и сил. Для этого нам понадобится вот такая вот заготовка из алюминиевого сплава D16T. И вот такая вот железяка. Кстати говоря, из нее я вырезал тормозную лапку. Приступим к разметочным работам. Получилась вот такая вот незамысловатая картина. Я думаю, нас не смотрят дети. Получилась вот такая вот заготовка. Выглядит, конечно, она стрёмно. Мы сейчас ее сделаем покрасивее. Итак, получилась вот такая заготовка для лапки. Мне кажется, она получилась очень классная. Как вы думаете? Явно лучше, чем вот это. Сейчас от этой мы отрежем шлицевую часть. И ее необходимо будет приварить с этой стороны. Благодаря этому утолщению появится зазор между глушителем и самой лапкой. Но для этого нам надо просверлить отверстие для оси на опорную лапку. И здесь просверлить отверстие для того, чтобы влезала гайка, притягивающая шлицевую поверхность к оси вала переключения скоростей. Вроде бы посерединке. После сверлильных работ получилась вот такая вот заготовка. Осталось только отрезать шлицевую часть и наварить ее вот таким вот образом.
Выглядит вполне аккуратно. Даже не затронул шлицевую часть брызгами от сварки. Предлагаю поставить ее на место и посмотреть, как она будет выглядеть. Следующий этап у нас это подготовить опору для ноги. Вот из этой болванки алюминиевого сплава. Сейчас мы ее установим и начнем обтачивать. В итоге, благодаря токарному станку, получилась вот такая заготовка. Точнее, это уже финальный вариант, мне кажется. Осталось только немного шлифануть торец, и можно устанавливать на мотоцикл.